потренировался. Разожрался, правда, последнее время. Кошмар, так стыдно, просто ужас. Так вроде диетил, а тут что-то начал жрать, как бегемот. И в один прекрасный момент смотрю на себя и думаю: сука, какой я жирный. Это к вопросу о том, что по TLC идут там, типа, я стесняюсь своего тела, там, или, ну, что-то такое, там, я вешу больше 300 килограмм. У меня всегда был вопрос: вот ты, блядь, как стал 300-килограммовым? Ты же не так, что ты заснул 80-килограммовым, просыпаешься, хуяк, и ты 300 кило. Думаю, вы дебилы, вы что, не видите, что вы жиреете? Почему вы не остановились? И тут я смотрю на себя в раздевалке в зеркало и думаю: сука, вот он ответ на вопрос. Я заснул 90-килограммовым, а проснулся 100-килограммовым. Жирное я чмо. Но ничего, теперь диета, сейчас сезон тыквы, скоро Хэллоуин, буду диетить, потом пугаться, какать много и, в общем, похудею. Значит, потренировался, как я сказал, еду по просьбе Ани встретиться с ее сынком. Ой, в общем, как я уже говорил, понимая, что Вселенная возложила на мои плечи не только задание, так сказать, и миссию перевоза людей из одной точки в другую, доставки каких-то непонятных и понятных, внятных и невнятных, большеглазых и не очень, значит, людей. Я понимаю, что, видать, еще и одна часть моей миссии — это разгребать человеческие отношения. И я что-то между, сука, философом и психологом и сумасшедшим пареньком. Да, чуваки, я про себя все знаю. И те эпитеты, которые вы мне пытаетесь приклеить, я про них еще в первом классе узнал, когда сдал анализы. Поэтому не старайтесь уж слишком сильно, да, там, ну, как бы. Хотя YouTube все стерпит. Короче, еду встречаться с Аниным, как я уже сказал, чадом на проверку его внятного понимания ситуации с его телочкой. В адеквате он или не в адеквате. Посмотрим, пожуем, увидим. Я буду настойчив, жесток, как отец. Молодец. Вот так. Короче, мы с ним в этот самый пойдем в Макдональдс. Поэтому возьму аккуратненько камеру. И, может, не в Макдональдс. Ну, короче, сейчас посмотрим, что там, где будут места. Возьму аккуратненько камеру и, соответственно, спрячу ее под кепку. Засниму наш диалог. Вот как-то так. Ну, с Аней один раз такое прокатило. В общем, люди на стрессе, как правило, не обращают внимания на мелочи. Поэтому посмотрим. Если что, скажу для Анны отчет. Пишу. Окей. В Питере отлично выглянуло солнце. Светит прямо в глаз. А что я жалуюсь? Отличная погода. Прекрасная. Дожди закончились. На этот час. Через час они опять могут начаться. Это Питер, детка. Да, здесь синоптикам здесь не место. Предсказать нашу погоду не может даже сама погода. Вот так. Ладно, посмотрим, что дальше будет. Сейчас все настрою, замучу. Привет. Привет, дядя Жень. Привет. Как дела? Нормально, садись. Разговор какой-то был? Слушай, да, сейчас. Не хочешь есть? Нет. Спасибо, все нормально. Да, слушай. Ситуация какая? У тебя все нормально вообще? Да, отлично. В жизни, там, в личной, все в порядке? Ну да, даже прекрасно. Блин, с недавних пор. Ты не напрягайся, я сейчас объясню. Может быть, тут ничего такого нет, но ситуация такая, что мне позвонила твоя мать. Так. Мы с ней встретились, и она очень сильно волнуется за тебя по поводу твоей нынешней
романтической заморочки в виде твоей новой девушки. Вот, она переживает, что эта девушка, ну, так скажем, не очень с ней общается хорошо, вот, и про нее ходят всякие разные нехорошие слухи. Я с мамой по этому поводу вообще говорил и пытался ей все объяснить, но это же мама. Они всегда видят то, чего нет по факту. Я на самом деле думал, что ты, в принципе, поймешь вот эту тему, но я не знаю, честно говоря, что я могу искать ей то же самое, что сказал ей, и как бы... Ну смотри, возможно, просто она, видишь, как, ну, что думает, что у тебя типа любовь там с ней, и ты не замечаешь очевидных вещей, а про нее ходят всякие нехорошие слухи. И больше, самые большие слухи, ну, во дворе там где-то, ей кто-то там что-то рассказывает. Есть бабушки просто, у подъезда? Да, есть просто, ну, переживание, что она, ну, типа там какие-то наркотики херачит, и мало того, что она еще и продавать их может. Слушай, ну мы с ней общаемся буквально каждый день, естественно. Если бы были какие-то наркотики, я бы в этом, естественно, знал. Мама мне говорила то же самое. Ну как, что я должен сделать? Ну типа... Ну, она боится, что ты хуяришь. Что ты ешь. Какие наркотики? Чё? Нету ничего. Какие наркотики? Слушай, ну, во-первых, скажем так, она, может быть, еще не знает, что наркотики можно не только в вены колоть, там, да, там под язык, в жопу, куда-то еще. Да можно другие наркотики ебашить. Я понимаю, что у тебя ничего нет, мать бы заметила. Вот, и понятно, что она тебя в душе не моет, там, но она переживает по этому моменту очень сильно. И она прям уверена, что у тебя очень асоциальная девушка. Прям очень асоциальная. Она уверена, я опять же таки, я с ней уже говорил на эту тему. Это мама, ей не докажешь ничего. То есть ты на 100% уверен, что она употребляет наркотики? Я ни разу не видел, и абсолютно она мне говорит, что нет, и я ей абсолютно верю. Ну а по ней ты никогда не замечал? Нет. И тебя она не склоняет к этому? Нет. Почему тогда Аня, ну мама твоя, почему она тогда гоняет? Откуда тогда? Я не знаю. Возможно, кто-то ей что-то сказал, может быть, она сама специально об этом говорит, потому что она почему-то маме не нравится. Я не знаю почему. Общаются они действительно не очень хорошо, но я не знаю почему, правда, наркотиков никаких нету. Я никогда в жизни ничего не употреблял. И она тем более. Я тебя спросил, ты мне ответил. Да. Я с тобой поговорил? Да. Волноваться не о чем, ты хочешь Нет. сказать. Я не буду тебя больше задерживать. Давай, все. Приятного аппетита. Спасибо. Есть у меня, короче, один вариант. Мне самому уже очень интересно. Я, пожалуй, знаю, как можно всю эту тему проверить. Я думаю, что я проверю, чтобы все успокоились. И Аня, и я в том числе. Ну, может быть, сынок и не в курсе, чем промышляет его подружка. А может быть, там ничего такого нет. Может, в натуре мать просто ревнует сына. Посмотрим. Посмотрим. Так вроде он внятно все говорит. Не похож на пиздобола. Посмотрим. Пишите все, что думаете.